Всем привет! Предлагаю вам связать со мной такой ажурный жакет, который связан регланом сверху с круглой горловиной. Жакет на пуговицах. У меня укороченный рукав. Длину рукава, конечно, можно связать кому как нравится. Мой жакет связан на размер 50. Длина его 61 сантиметр и ширина 56 сантиметров. Длина рукава у меня по внутренней части получилась 13 сантиметров. Длина регланной линии 26 сантиметров. Вообще все значения в сантиметрах я называла вернее, в процессе вязания этого жакета и съемки мастер-класса. На жакет у меня ушло 480 граммов пряжи. Это софит от Color City. Номер 925, в 100 граммах 380 метров. Состав 45% шерсть ластер и 55% шелк. Эту пряжу я получала в интернет-магазине, из интернет-магазина «Мир вышивки». И под видео, как обычно, будет ссылка на сам интернет-магазин и информация по промокоду, которым вы можете воспользоваться и получить 10% скидку на свой первый заказ в этом магазине. Крючок я использовала 2,5 миллиметра. Вяжется кокетка по такой схеме. На первый взгляд она не очень понятна, но на самом деле схема вполне понятна и очень простая. Я в видео показала, дальше вы сможете это увидеть, как провязать каждый ряд углубления по горловине, поскольку изначально здесь набираются петли только для спинки и рукавов, а горловина уже вывязывается в процессе вязания. Это я все показывала, каждый ряд. Также, как сделать убавки по рукаву, как обвязать рукав, все остальное, полочки, спинку и так далее. Я показала все очень подробно и надеюсь, что вопросов много не возникнет. Но если возникнут, конечно, задавайте. А сейчас я предлагаю вам посмотреть, как я вязала этот жакет. Вязание можно начинать с воздушных петель цепочки или с ячеек. Я такой способ уже показывала в мастер-классе по ажурному жакету из Alize Diva Stretch, и сейчас также буду набирать ячейки вместо воздушных петель. Один раппорт составляет 8 петель или 2 ячейки. Размер горловины вы выбираете для себя сами. Она может быть более или менее широкая, смотря как вам нравится. Свои размеры я скажу сейчас, когда наберу, и скажу, сколько это у меня сантиметров получается. Сначала мы набираем петли для спинки и рукавов, а горловина уже вяжется в процессе вязания. Количество петель или ячеек на один рукав должно составлять примерно 1/3 от количества ячеек по спинке. Я буду набирать на свой размер 9 ячеек по спинке, по 3 ячейки на рукава и 4 ячейки на каждую регланную линию. То есть по одной ячейке всего 4 на каждую регланную линию. Итого 19 ячеек. Если нужен больший размер по горловине, можно набрать, например, по спинке 11 ячеек, а на рукава оставить также по 3. Количество ячеек на рукавах также должно быть, или ячеек, или этих элементов, должно быть нечетным. Меньше 3 здесь вряд ли получится, 1 слишком близко будет. Если совсем тоненькая пряжа, можно набирать 3, вернее 3, как буду набирать я. Если еще тоньше пряжа или больше размер, можно набрать 5. Но примерно для 11 3 тоже можно оставить, так как здесь на схеме. Для меня 11 горловина слишком широкая, поэтому я буду набирать 9 на спинку и по 3 на рукава. Итак, набираю 19 ячеек. Сначала набираю 4 воздушные петли. Первая,
вторая, третья, четвертая. Делаю 2 накида на крючок и провязываю в первую петлю столбик с 2 накидами. Вытягиваю нить, провязываю петлю с первым накидом, петлю со вторым накидом и 2 оставшиеся петли. Это первая ячейка. Дальше провязываю так: 4 воздушные петли, 2 накида на крючок и ввожу нить под 2 нити в конце первой ячейки. Провязываю 1 петлю, затем с первым накидом, со вторым накидом и 2 оставшиеся петли. Это вторая ячейка. И так продолжаю провязывать нужное мне количество: 4 воздушные петли, 2 накида и под 2 нити в конце ячейки провязываю столбик с 2 накидами. Это 3. Аналогично набираю всего 19 ячеек. Я набрала 19 ячеек и отметила маркерами ячейки регланных линий. То есть поместила маркер в первую, затем пропустила 3 ячейки рукава, следующая маркер регланная линия, затем 9 ячеек спинки, следующая регланная линия, еще раз 3 ячейки рукава и в последнюю ячейку также это регланная линия. По ширине полностью у меня получилось 29 сантиметров. По спинке 16 сантиметров. Первый ряд. Первая ячейка — это регланная линия. В нее нужно провязать 4 столбика с накидом, между ними воздушная петля. Когда закончили вязание ячеек, сразу же начинаем из этой петли провязывать 3 воздушные петли подъема, заменяющие 1 столбик, еще 1 воздушная петля. Разворачиваем вязание и в центр ячейки провязываем столбик с 1 накидом, это уже второй столбик, воздушная петля. Также в центр ячейки 3 столбик, воздушная петля. И в эту же ячейку 4 столбик с накидом. Получается 4 столбика, между ними 3 воздушные петли, по 1 петле. Дальше 3 ячейки рукава. В них провязываем, чередуя. Весь узор будет чередоваться, вот как на схеме. Так, чередуются веер, галочка, веер, галочка. И так каждый ряд. Три ячейки рукава начинаем вязать с веера. В первую ячейку провязываем веер, который состоит из 3 столбиков с накидом, 3 столбика, 1, в центр ячейки вяжем 2, 3, воздушная петля, и сюда же еще 3 столбика, 1, все столбики вяжутся с накидом, 2 и 3.
Это веер. 3 столбика, воздушная петля, 3 столбика. В следующую ячейку вяжем галочку. Галочка это 1 столбик с накидом, 2 воздушные петли, сюда же 1 столбик с накидом. Вот мы связали веер, галочка, и в третью также веер. 3 столбика, 1, 2, 3, воздушная петля, сюда же 3 столбика, 1, 2, 3. Рукав провязан. Следующая ячейка это тоже регланная линия, разделяющая рукав и спинку. В нее провязываем такой же элемент, как в первую регланную линию. 4 столбика с накидом, между ними воздушная петля. Центр ячейки вяжем 1 столбик с накидом, воздушная петля, сюда же 2 столбик, воздушная петля, сюда же 3, воздушная петля, и сюда же 4 столбик. 4 столбика с накидом, между ними по 1 воздушной петле. Переходим на вязание спинки. 9 ячеек спинки провязываем так. Также начинаем с веера. В первую ячейку вяжем веер. 3 столбика с накидом, 2, 3, воздушная петля, сюда же 3 столбика, 1, 2, 3. В следующую ячейку вяжем галочку. 1 столбик с накидом, 2 воздушные петли, 1 столбик с накидом. И продолжаем чередовать веер, галочка. Провязали галочку, значит в следующую ячейку вяжем веер. 3 столбика, 2, 3, 1 воздушная петля и еще 3 столбика, 1, 2, 3. В следующую ячейку вяжем галочку. 1 столбик, 2 воздушные, 1 столбик. В следующую веер. 3 столбика, 1 воздушная, 3 столбика. Дальше снова галочка. 1 столбик, 2 воздушные петли, 1 столбик. Дальше веер, 3 столбика, 1 воздушная, 3 столбика. Два, 3. В следующую ячейку галочку. Столбик, 2 воздушные, столбик.
последнюю ячейку спинки веер, 3 столбика, воздушная петля, 3 столбика. Пришли к следующей регланной линии. В эту ячейку провязываем 4 столбика с накидом, между ними по воздушной петле. Первый столбик, воздушная петля. Второй столбик, воздушная петля. Третий столбик, воздушная петля. И четвертый. Это регланная линия. Переходим на второй рукав. 3 ячейки. В первую из них вяжем веер, 3 столбика, 1, 2, 3, воздушная петля, 3 столбика, 1, 2, 3. В следующую галочку столбик, 2 воздушные, столбик. И в последнюю веер. 1, 2, 3 столбика, 1 воздушная и еще 3 столбика. 1, 2, 3. Осталась последняя ячейка, это регланная линия. В нее провязываем также 4 столбика, между ними по воздушной петле. Первый столбик, воздушная петля, второй столбик, воздушная петля, третий столбик, воздушная петля и четвертый столбик. Первый ряд готов. Вяжем второй ряд. Три воздушные петли подъема, разворачиваем вязание, и провязываем так. В первой ячейке, где мы провязали регланная линия, образовалась в предыдущем ряду 3 арочки под из-за воздушных петель. Первая петля воздушная, вторая петля и третья, которые провязывали между столбиками. Это 3 арки. В них провязываем так. В первую арочку под воздушную петлю вяжем 2 столбика, 1, сюда же второй, 1 воздушная петля и сюда же 2 столбика, 1, 2. Это как неполный веер. Веер состоит из 3 столбиков, воздушная петля, 3 столбиков. Здесь вяжем неполный веер, 2 столбика, воздушная петля, 2 столбика. В среднюю арочку из 3 провязываем галочку. Столбик, 1 воздушная петля, столбик. Галочка тоже не полная. Вместо 2 воздушных петель пока вяжем 1. И под третью воздушную петлю провязываем неполный веер. 2 столбика, 1, 2,
1 воздушная петля, сюда же 2 столбика. Один и второй. Неполный веер, галочка, неполный веер. Дальше 3 элемента рукава. В них провязываем так. Над веером вяжем галочку, над галочкой веер. Так будет вязаться весь узор. Значит, в центр веера под эту воздушную 1 петлю провязываем галочку. Столбик, 2 воздушные петли, сюда же столбик. Дальше у нас галочка, вяжем веер. Также в центр под воздушную петлю. 3 столбика, 1, 2, 3, воздушная петля, сюда же 3 столбика. 1, 2, 3. Дальше веер. В центр веера вяжем галочку. Также под воздушную петлю. Столбик, 2 воздушные петли, столбик. Дальше мы пришли к регланной линии. Здесь было провязано 4 столбика, между ними по воздушной петле. 3 арочки вяжем под воздушные петли. В первую арочку под воздушную петлю провязываем неполный веер, то есть 2 столбика, воздушная петля, 2 столбика. В следующую арочку под воздушную петлю вяжем столбик, воздушная петля, сюда же столбик. И в третью провязываем неполный веер. Под воздушную петлю 1 столбик, 2 столбик, 1 воздушная, сюда же 2 столбика. 1, 2. Дальше переходим на вязание спинки. По спинке до регланной линии провязываем, чередуя галочку и столбик. Над веером вяжем галочку, центр веера. Дальше галочка, центр галочки, веер. 3 столбика, воздушная петля, 3 столбика. Дальше опять галочка, столбик, 2 воздушные, столбик. Дальше в галочку веер, три столбика, воздушная петля, 3 столбика. Итак, продолжаем до регланной линии. Еще раз здесь будет галочка, веер, галочка, веер, галочка. Я пришла к регланной линии. Здесь также 3 арочки из воздушных петель. В них провязываем так же, как в предыдущей регланной линии. В первую арочку неполный веер, 2 столбика,
воздушная петля, 2 столбика. В следующую арочку столбик, воздушная петля, столбик. И в третью арочку 2 столбика, воздушная петля, 2 столбика. Переходим на рукав. Над веером вяжем галочку, столбик, 2 воздушные, столбик, над галочкой веер, 3 столбика, воздушная петля, 3 столбика, 1, 2, 3 и над веером галочка, столбик, 2 воздушные, столбик. Осталась последняя регланная линия. Также в 3 арочки провязываем 3 элемента. Неполный веер под первую арочку, 2 столбика, воздушная петля, 2 столбика. В следующую арочку столбик, воздушная петля, столбик. И в последнюю 2 столбика, воздушная петля, 2 столбика. И в третью воздушную петлю подъема предыдущего ряда 1, 2, 3 провязываем 1 кромочный столбик. Третий ряд. Три воздушные петли подъема, вязание разворачиваем и провязываем так. В центр неполного веера предыдущего ряда провязываем уже полную галочку. Столбик, 2 воздушные петли, столбик. В центр неполной галочки предыдущего ряда под воздушную петлю провязываем полный веер. 3 столбика, воздушная петля, 3 столбика, 1, 2, 3. И над следующим неполным веером также вяжем уже полную галочку. Столбик, 2 воздушные петли, столбик. Дальше переходим на рукав и провязываем здесь без изменения. Над галочкой вяжем веер, 3 столбика, воздушная петля, 3 столбика. Над веером вяжем в центр галочку, столбик, 2 воздушные, столбик, над галочкой веер, 3 столбика, одна воздушная,
3 столбика. Мы пришли к неполному вееру. Это регланная линия, провязываем так же, как в начале. В центр неполного веера провязываем полную галочку, столбик, 2 воздушные, столбик. Дальше под воздушную петлю галочки предыдущего ряда провязываем веер, 3 столбика, воздушная петля, 3 столбика, 3. И над следующим неполным веером в центр провязываем галочку. Столбик, 2 воздушные, столбик. Теперь в центре у нас веер, по краям добавилось по одному мотиву. Тем самым на рукаве и на спинке прибавляется по 2 элемента. Дальше переходим на вязание спинки и провязываем следующие 9 элементов спинки, чередуя веер и галочку. Веер над галочкой, над веером галочку. Так провязываем до регланной линии, где начинается неполный веер, чередуя веер, галочка. Итак, я пришла к следующей регланной линии, провязываю в центр неполного веера галочку, столбик, 2 воздушные, столбик, центр галочки предыдущего ряда, 3 столбика, воздушная петля, 3 столбика, и во второй неполный веер в центр галочка, столбик, 2 воздушные, столбик. Переходим на второй рукав, над галочкой вяжем веер, 3 столбика, воздушная петля, 3 столбика. Над веером галочку, столбик, 2 воздушные, столбик, над галочкой веер, 3 столбика, воздушная петля, 3 столбика. Дальше опять эти 3 элемента. В центр неполного веера предыдущего ряда галочка, столбик, 2 воздушные петли, столбик, под воздушную петлю галочки предыдущего ряда веер, 3 столбика, воздушная петля, 3 столбика, и в центр неполного веера галочка, столбик, 2 воздушные, столбик.
И последний кромочный столбик в третью воздушную петлю подъема предыдущего ряда. Четвертый ряд. Три воздушные петли подъема, разворачиваем вязание, в центр первой галочки провязываем веер, 3 столбика, воздушная петля, 3 столбика. Дальше регланная линия. Здесь у нас в центре сейчас веер, и в него провязываем такой же элемент, который мы вязали в первом ряду. 4 столбика с накидом, между ними по одной воздушной петле. Под воздушную петлю в центр веера. Первый столбик, воздушная петля. Второй столбик, воздушная петля. Третий столбик, воздушная петля, и четвертый столбик. То есть опять образовалось 3 арочки из воздушных петель. 4 столбика, между ними по одной воздушной петле. Переходим на петли на вязание рукава. Здесь уже у нас 5 элементов. И провязываем, чередуя веер-галочка. Над галочкой веер, 3 столбика, воздушная петля, 3 столбика. Над веером столбик, 2 воздушные петли, столбик. Над галочкой веер, 3 столбика, воздушная петля, 3 столбика. Над веером галочка, и над галочкой веер, 3 столбика, воздушная петля, 3 столбика. Следующий веер — это регланная линия. Центр веера провязываем такой же элемент, 4 столбика, между ними воздушная петля. Первый столбик, воздушная петля, сюда же второй столбик, воздушная петля, сюда же третий столбик, воздушная петля, и сюда же четвертый столбик. Также образовалось 3 арочки. Переходим на вязание спинки и чередуем веер, галочка, так, веер, над галочкой веер, над веером галочка. Сейчас я самостоятельно провяжу спинку до центрального веера по регланной линии. Я довязала до регланной линии и вяжу такой же элемент, 4 столбика, между ними воздушная петля. Первый столбик, воздушная петля, второй столбик, воздушная петля, третий столбик, воздушная петля и четвертый столбик.
Перехожу на вязание рукава. Веер над галочкой. 3 столбика, воздушная петля, 3 столбика. Над веером галочка, столбик, 2 воздушные, столбик. Дальше над галочкой веер, 3 столбика, воздушная петля, 3 столбика. Над следующим веером галочка, столбик, 2 воздушные, столбик. И над следующей галочкой веер, 3 столбика, воздушная петля, 3 столбика. Следующая регланная линия. В центр веера провязываем 4 столбика, между ними воздушная петля. Первый, воздушная петля, второй, воздушная петля, третий, воздушная петля и четвертый. Последнюю галочку в центр вяжем веер. 3 столбика, воздушная петля, 3 столбика. В третью воздушную петлю подъема столбик с накидом. Вяжем 5-й ряд. 3 воздушные петли подъема, разворачиваемся, и здесь начинаются прибавки для на полочке. Первым у нас идет веер, в него провязываем следующий элемент. В центр веера вяжем 3 столбика с накидом, между ними воздушная петля. Также под воздушную петлю веера 1 столбик, воздушная петля, сюда же 2 столбик, воздушная петля, сюда же 3 столбик. Так образовалось здесь 2 арочки. Дальше у нас регланная линия, где провязывали 4 столбика и 3 воздушные петли между ними. 3 арочки. Провязываем так же, как во втором ряду. Под первую воздушную петлю неполный веер, 2 столбика, воздушная петля, 2 столбика. В следующую арку галочку, здесь уже вяжем полную галочку, столбик, 2 воздушные, столбик. И в третью арку неполный веер, 2 столбика, воздушная петля, 2 столбика. Переходим на рукав. Над веером вяжем галочку, столбик, 2 воздушные, столбик, над галочкой веер, 3 столбика, воздушная петля, 3 столбика. Над веером галочка,
столбик, 2 воздушные, столбик, над галочкой веер, 3 столбика, воздушная петля, 3 столбика, над веером галочка, столбик, 2 воздушные, столбик. Пришли к следующей регланной линии, где 3 арочки. В первую арочку вяжем неполный веер, 2 столбика, воздушная петля, 2 столбика. В следующую арочку галочка, столбик, 2 воздушные, столбик, и в третью неполный веер, 2 столбика, воздушная петля, 2 столбика. Переходим на вязание спинки и провязываем, чередуя галочка веер до следующей регланной линии, где 3 арочки. В центр регланной линии в 3 арочки провязываем первую неполный веер, 2 столбика, воздушная петля, 2 столбика. В следующую галочка, столбик, 2 воздушные, столбик, и в третью 2 столбика, воздушная петля, 2 столбика. Вяжем второй рукав, над веером галочка, над галочкой веер, 3 столбика, воздушная петля, 3 столбика. Над веером галочка, над галочкой веер, 3 столбика, воздушная петля, 3 столбика, и пришли к следующей 4-й регланной линии, где также не пришли еще, извиняюсь, над веером галочка, и вот регланная линия, где 3 арочки из воздушных петель. Провязываем в первую неполный веер, 2 столбика, воздушная петля, 2 столбика. В следующую арочку галочка, столбик, 2 воздушные петли, столбик, и в третью 2 столбика, воздушная петля, 2 столбика. Провязали регланную линию, и в последний веер вяжем так же, как в начале ряда. В центр веера 3 столбика, между ними воздушная петля. Первый столбик, воздушная петля, второй столбик, воздушная петля и третий столбик.
третью воздушную петлю подъема предыдущего ряда столбик с накидом. Шестой ряд. Три воздушные петли подъема. Теперь в этот первый элемент, где у нас образовалось 2 арочки из воздушных петель, провязываем следующим образом. В первую арочку провязываем галочку, столбик, 2 воздушные петли, столбик. В следующую арочку неполный веер. 2 столбика, 1 воздушная петля, 2 столбика, 1, 2. Дальше переходим неполный веер предыдущего ряда, в него вяжем галочку, столбик, 2 воздушные петли, столбик. В центр галочки, это регланная линия, вяжем веер, 3 столбика, 2, 3, воздушная петля, 3 столбика, 1, 2, 3. Дальше идет неполный веер в предыдущем ряду, в него галочку, столбик, 2 воздушные, столбик. Теперь в центре регланной линии у нас опять веер. И далее эти 3 ряда будут повторяться по регланной линии. 4 столбика, между ними воздушная петля, затем неполный веер, галочка, неполный веер, и затем галочка, веер, галочка. Тем самым добавляется по одному элементу с каждой стороны, а в центре остается веер. И повторяются 4, 5, 6. В 7 опять, как в 4, в 8, как в 5, в 9, как в 6 и так далее. 3 ряда, 4, 5, 6 повторяются на протяжении всей регланной линии, на протяжении всей кокетки. Продолжаем, переходим на вязание рукава. Первая здесь сейчас галочка, значит вяжем веер. 3 столбика, воздушная петля, 3 столбика. Так, 1, 2, 3. Дальше веер, над ним вяжем галочку, столбик, 2 воздушные, столбик, дальше над галочкой веер, воздушная петля, 3 столбика, над веером галочка, столбик, 2 воздушные, столбик, над галочкой веер, 3 столбика, воздушная петля, 3 столбика. Пришли к центру неполный веер, в центр его вяжем галочку, столбик, 2 воздушные, столбик, центральную галочку по регланной линии веер,
3 столбика, воздушная петля, 3 столбика. 1, 2, 3. И в следующий неполный веер предыдущего ряда галочка, столбик, 2 воздушные, столбик, регланная линия в центре веер. Переходим на вязание спинки. Начинаем с веера в этом ряду. И провязываем, чередуя, как обычно, веер галочка до неполного столбика, до неполного веера. Регланную линию провязываем также. В центр неполного веера галочка, столбик, 2 воздушные, столбик, в центральную галочку по регланной линии веер, 3 столбика, воздушная петля, 3 столбика. И в следующий неполный веер в центр галочка. Вот по центру регланной линии веер. Провязываем второй рукав. Веер, галочка, веер, галочка, еще один веер, 3 столбика, воздушная петля, 3 столбика. Последняя регланная линия, центр неполного веера галочка, столбик, 2 воздушные, столбик, по центру в галочку веер, 1, 2, 3, воздушная петля, 1, 2, 3 столбика. Центр неполного веера галочка, столбик, 2 воздушные, столбик. И остался один элемент, где у нас 2 арочки из воздушных петель. В первую провязываем неполный веер, 2 столбика, воздушная петля, 2 столбика, и во вторую арочку галочка, столбик, 2 воздушные петли, столбик, и последний столбик в третью воздушную петлю подъема предыдущего ряда. Седьмой ряд, 3 воздушные петли подъема, в центр неполного, в центр галочки провязываем веер, 3 столбика, воздушная петля, 3 столбика. Дальше неполный веер, центр его галочка,
столбик, 2 воздушные петли, столбик. В следующую галочку веер, 3 столбика, воздушная петля, 3 столбика. Пришли к центральному вееру по регланной линии. В него вяжем так же, как в 4 ряду. 4 столбика, между ними по 1 воздушной петле. Первый столбик, воздушная петля, второй столбик, воздушная петля, третий столбик, воздушная петля, 4 столбик. Переходим на рукав и провязываем, чередуя веер, галочка, до центрального веера по следующей регланной линии. Я пришла к вееру по регланной линии, провязываю 4 столбика, между ними воздушная петля в центр веера. 1 столбик, воздушная петля, 2 столбик, воздушная петля, 3 столбик, воздушная петля и 4 столбик. Опять у нас образовалось по регланным линиям 3 арочки. Дальше переходим на вязание спинки и провязываем веер, галочка, также чередуем до следующей регланной линии, в центре которой веер. Следующая регланная линия, в центр веера 4 столбика, между ними воздушная петля. 1 столбик, воздушная петля, 2 столбик, воздушная петля, 3 столбик, воздушная петля и 4 столбик. Дальше вяжем рукав, веер, галочка и так далее до следующей регланной линии, где в центре веер. Последняя 4 регланная линия. В центр также провязываем центр веера 4 столбика, между ними воздушная петля. 1 столбик, воздушная петля, 2 столбик, воздушная петля, 3 столбик, воздушная петля и 4 столбик. Дальше идет галочка, в нее вяжем веер. 3 столбика, воздушная, 3 столбика, 1, 2, 3. Дальше в неполный веер предыдущего ряда провязываем галочку, столбик, 2 воздушные, столбик, и в последнюю галочку вяжем веер. 3 столбика, воздушная петля, три столбика, 1, 2, 3. И в третью воздушную петлю подъема предыдущего ряда столбик с накидом. Восьмой ряд. 3 воздушные петли подъема, в центр первого веера провязываем следующий элемент. Он состоит из 3 столбиков с накидом, между ними по воздушной петле. Центр веера провязываем 1 столбик, воздушная петля. Сюда же
второй столбик, воздушная петля и третий столбик. Получилось 2 арочки из воздушных петель. Дальше галочка, над ней вяжем веер, 3 столбика, воздушная петля, три столбика. Над следующим веером вяжем галочку, столбик, 2 воздушные, столбик. Дальше регланная линия, где у нас 3 арочки из воздушных петель. Так же как в 5-м ряду вяжем в первую арочку неполный веер, 2 столбика, воздушная петля, 2 столбика. В следующую галочка, столбик, 2 воздушные, столбик. И в третью неполный веер, 2 столбика, воздушная петля, 2 столбика. Дальше провязываем рукав, галочка, веер и так далее до центрального элемента из 3 арочек по регланной линии. Следующая регланная линия, 3 арочки. В первую вяжем неполный веер, 2 столбика, воздушная петля, 2 столбика. В следующую галочка, столбик, 2 воздушные петли, столбик. И в третью арочку неполный веер, 2 столбика, воздушная петля, 2 столбика. Дальше провязываем спинку, чередуем галочка, веер до следующего центрального элемента по регланной линии. Следующую регланную линию 3 арочки вяжем аналогично. В первую неполный веер, 2 столбика, воздушная петля, 2 столбика. В следующую галочка, и в третью арочку 2 столбика, воздушная петля, 2 столбика. Дальше вяжем рукав до следующей регланной линии, до этих 3 элементов, галочка, столбик и так далее. Последняя регланная линия, в первую арочку неполный веер, 2 столбика, воздушная петля, 2 столбика. В следующую арочку галочка, столбик, 2 воздушные, столбик. И в следующую 2 столбика, воздушная петля, 2 столбика. Дальше в следующий веер вяжем галочку, столбик, 2 воздушные, столбик. В следующую галочку вяжем веер, 3 столбика, воздушная петля, 3 столбика. И в последний веер, в
центр, так же как в начале ряда, провязываем 3 столбика, между ними по воздушной петле. В центр веера 1 столбик, воздушная петля, 2 столбик, воздушная петля и 3 столбик. В 3-ю воздушную петлю подъема предыдущего ряда кромочный столбик. Девятый ряд. 3 воздушные петли подъема, в 2 образовавшиеся арочки провязываем так: в первую 3 столбика, между ними воздушная петля, 1 столбик, воздушная петля, 2 столбик, воздушная петля, 3 столбик. В следующую арочку неполный веер, 2 столбика, воздушная петля, 2 столбика. В следующий веер провязываем галочку, дальше над галочкой веер, три столбика, воздушная петля, 3 столбика. И регланная линия. В центр неполного веера предыдущего ряда галочка, в центральную галочку веер, 3 столбика, воздушная петля, 3 столбика. Один, 2, 3. Центр неполного веера галочка, столбик, 2 воздушные, столбик. Дальше вяжем рукав, веер, галочка до следующей регланной линии. Следующая регланная линия. Над неполным веером галочка, центр центральной галочки веер, 3 столбика, воздушная петля, 3 столбика. Над неполным веером галочка. Дальше вяжем спинку, веер, галочка до следующей регланной линии, до неполного веера. Следующая регланная линия. В центр неполного веера галочка, столбик, 2 воздушные, столбик, в центр галочки веер, 3 столбика, воздушная петля, 3 столбика, и в центр неполного веера галочка, столбик,
2 воздушные, столбик. Дальше вяжем рукав до следующей регланной линии. Веер, галочка, веер, галочка. Последняя регланная линия. Центр неполного веера, галочка. Центральную галочку веер. 3 столбика. Воздушная петля. 3 столбика. Центр неполного веера, галочка, столбик, 2 воздушные, столбик. Центр следующей галочки веер, 3 столбика, воздушная петля, 3 столбика. Центр следующего веера, галочка, столбик, 2 воздушные, столбик. И в конце, там где у нас образовалось 2 арочки из воздушных петель, в первую провязываем неполный веер, 2 столбика, воздушная петля, 2 столбика. И во вторую арочку провязываем 3 столбика, между ними воздушные петли. 1 столбик, воздушная петля, сюда же 2 столбик, воздушная петля, и сюда же 3 столбик. В 3 воздушную петлю подъема предыдущего ряда кромочный столбик. Десятый ряд. 3 воздушные петли подъема, в начале ряда у нас элемент из 3 столбиков, между ними воздушные петли, то есть 2 арочки. В первую арочку вяжем галочку, столбик, 2 воздушные петли, столбик. В под следующую воздушную петлю вяжем неполный веер, 2 столбика, 1, 2, воздушная петля, 1, 2. Дальше идет неполный веер, в него вяжем галочку, столбик, 2 воздушные, столбик. Следующая галочка, в нее вяжем веер, 3 столбика, воздушная петля, 3 столбика. В следующий веер галочка, и в следующую галочку веер. Три столбика, воздушная петля, 3 столбика. Дальше в центре регланной линии у нас опять веер. В него вяжем так же, как в 4 ряду, 4 столбика, между ними воздушная петля, 1 столбик, воздушная петля, 2 столбик, воздушная петля, 3 столбик, воздушная петля, 4 столбик. Дальше вяжем рукав, веер, галочка до центрального веера в центре следующей регланной линии.
регланная линия, вяжем 4 столбика, между ними воздушные петли. 1 столбик воздушная петля, 2 столбик воздушная петля, 3 столбик воздушная петля, 4 столбик. Дальше продолжаем вязание спинки. Веер, галочка, веер, галочка до следующей регланной линии. Следующая регланная линия. Также 4 столбика, между ними воздушная петля. 1, 2, 3, воздушная петля, 4. Дальше вяжем петли рукава до следующей регланной линии. Последняя 4-я регланная линия. 4 столбика, 1 воздушная петля, 2 воздушная петля, 3 воздушная петля и 4 столбик. Дальше следующую галочку вяжем веер, 3 столбика, воздушная петля, 3 столбика, 1, 2, 3. Следующий веер, галочку, над следующей галочкой веер, 3 столбика, воздушная петля, 3 столбика. Дальше над неполным веером галочка, и остался элемент, где 2 арочки. Под первую арочку вяжем неполный веер, 2 столбика, воздушная петля, 2 столбика. Под вторую арочку вяжем галочку, столбик, 2 воздушные, столбик. Третью воздушную петлю подъема предыдущего ряда провязываем столбик. И теперь в этом ряду нам нужно добавить петли для горловины. В 11 ряду уже начинается прямое вязание. По схеме добавлено 4 элемента. Я буду добавлять только 2. Мне этого достаточно. Для 2 элементов я наберу 9 воздушных петель. 2 элемента и кромочный столбик у меня будет. Это в конце 10 ряда набираем 9 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. И теперь начинаем вязать 11 ряд. 3 воздушные петли подъема, разворачиваем вязание и пропускаем, не считая петлю на крючке, 5, так, 1, 2, 3,
Не очень видно. Раз, два, три, четыре, пять. И в шестую воздушную петлю провязываем веер. 1 столбик, сюда же 2 столбик, сюда же 3 столбик, воздушная петля и еще 3 столбика в эту же петлю. 1, 2, 3. Пропускаем еще 3 воздушные петли и в 4-ю провязываем галочку. Столбик, 2 воздушные, столбик. И дальше продолжаем вязать уже полочку. В начале галочка здесь, в нее провязываем веер. 3 столбика, воздушная петля, 3 столбика. Дальше в неполный веер провязываем галочку. И продолжаем вязать над галочкой веер. Над веером галочка. Над галочкой веер. 3 столбика. Воздушная петля, 3 столбика. И над следующим веером галочка. Столбик, 2 воздушные, столбик. Пришли к регланной линии. И провязываем здесь 3 арочки. Провязываем так же, как в 5-м ряду. Неполный веер, 2 столбика, воздушная петля, 2 столбика. В следующую галочка. И в следующую неполный веер. 2 столбика, воздушная петля, 2 столбика. Дальше вяжем петли рукава, галочка, веер до следующей регланной линии. Следующая регланная линия. 3 арочки. В первую неполный веер, 2 столбика, воздушная петля, 2 столбика. В следующую галочка, столбик, 2 воздушные, столбик. И в третью неполный веер, 2 столбика, воздушная петля, 2 столбика.
Дальше продолжаем вязать спинку до следующей регланной линии. Довязала спинку. Вяжем регланную линию в 3 арочки. В первую неполный веер 2 столбика, воздушная петля, 2 столбика. В следующую галочка, и в следующую 2 столбика, воздушная петля, два столбика. Дальше вяжем рукав, галочка, веер и так далее до регланной линии. Последняя регланная линия, 4-я. Провязываем в первую арку 2 столбика, воздушная петля, 2 столбика. В следующую галочку столбик, 2 воздушные, столбик, и в третью арку 2 столбика, воздушная петля, 2 столбика. Дальше над веером галочка, столбик, 2 воздушные, столбик, над галочкой веер, 3 столбика, воздушная петля, 3 столбика, над следующим веером галочка, над следующей галочкой веер, 3 столбика, воздушная петля, 3 столбика. Дальше над неполным веером галочка, над последней галочкой веер, 3 столбика, воздушная петля, 3 столбика. Крайний столбик здесь не вяжем. И теперь нам нужно также, как в начале ряда, довязать еще 2 элемента и только потом уже крайний столбик провязать. Для этого нам нужно 9 воздушных петель, но у нас их здесь нет, поэтому мы их доберем нитью от другого клубка. Я взяла нить другого клубка. Так, на изнаночной стороне присоединю эту нить к основанию ряда, не сверху, а к основанию. Зацепляю какую-нибудь петлю и, оставив кончик, завяжу узелок. Затем этот кончик я спрячу. И теперь этой нитью, так, не так, этой нитью я доберу те 9 воздушных петель, которые мне нужны. Значит, вот в конце, внизу, не сверху, где у нас ряд вяжется,
а в основание, то есть вверх, верхушку 10-го ряда, так же как в начале ряда мы добирали в конце. Теперь провязываю отсюда 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Мне нужно 9 петель. Провязываю еще одну, обрезаю нить, также оставив кончик, и закрепляю. И теперь, так же как в начале ряда, провязываю эти два элемента. Пропускаю крайний столбик и еще одну петлю. И провязываю крайний столбик и одна петля. И провязываю веер. 1 столбик, 2 воздушные петли, сюда же 2 столбик. Галочка. Дальше пропускаю 3 петли цепочки и провязываю веер. 3 столбика, воздушная петля, 3 столбика. И последний кромочный столбик в последнюю петлю цепочки. Так, развернем. На лицевую сторону. И вот что получается. Теперь горловина сравнялась. Если сложить так, вот что получилось. Лишние нити потом нужно будет спрятать, чтобы они не мешали. И дальше уже прибавок по горловине не будет. Уже мы вывязали горловину переда. И дальше начало и конец ряда будет вязаться по прямой. И на необходимую высоту кокетки будут вязаться по-прежнему регланные линии. Регланные линии, как я уже говорила, повторяем по регланным линиям 4, 5, 6 ряд. После веера 4 столбика, между ними воздушная петля. Дальше в 3 арки неполный веер, галочка, неполный веер. И дальше в центральную галочку веер. И повторяем опять 4 столбика и так далее. В общем, 4, 5, 6. А в начале и в конце ряда, я сейчас начало покажу, здесь повторяется одно и то же. Всегда в начале ряда вяжем 3 воздушные петли, разворачиваем вязание. И если первый веер, значит в него вяжем галочку. Дальше следующий ряд, здесь галочка, значит в нее вяжем веер. И так повторяем: веер, галочка, веер, галочка. В начале и в конце ряда вяжется кромочный столбик. В начале ряда, так же как я вязала, 3 воздушные петли, в конце в 3-ю воздушную петлю столбик. И все, здесь уже вязание идет по прямой: галочка, веер,
вернее, веер, галочка, над галочкой веер, над веером галочка. Я думаю, это понятно. Все, здесь уже никаких прибавок нет, изменений нет. Изменения будут только в регланных линиях. Все остальное вяжем. Веер, галочка, регланная линия. Повторяем рукав, регланная линия, прибавки по регланной линии, спинка. Повторяю все время, веер, галочка. Регланная линия, рукав, регланная линия, полочка, без изменений также. И в конце здесь заканчиваем, так как последний веер, над ним вяжем галочку и в третью воздушную петлю столбик. В следующем ряду поднимаемся 3 воздушные петли, здесь будет уже веер, в него, здесь будет, простите, галочка, значит в него вяжем веер. И так повторяем. Веер, галочка и кромочный столбик. Ровное полотно. Прибавляем только по регланным линиям на необходимую высоту кокетки. Я провяжу ровное полотно, прибавляя по регланным линиям примерно до высоты регланной линии 25-26 сантиметров. Я провязала 30 рядов кокетки, и мне этого достаточно. Длина регланной линии сейчас у меня 26 сантиметров. Длина кокетки 24 сантиметра. Ширина по спинке 50 сантиметров. Ширина полочек по 25 сантиметров. Рукав 38 сантиметров, то есть в половине 19. Дополнительно росток я вязать не буду. Здесь и так очень глубокий росток. Желающие могут связать еще азиатский росток по спинке. Здесь смотрите, чтобы не был слишком широкий рукав. Я, как сказала, вязать его не буду. Теперь 30 рядов провязано. 31 ряд у меня будет соединительный, в котором я соединю в единое полотно полочки и спинку. Рукав вязать уже не буду. Итак, с начала ряда начинаю провязывать петли полочки. Также 3 воздушные петли. Здесь у меня в начале ряда сейчас веер. И также прямым полотном я продолжаю вязать до центрального веера по реглану. Я провязала полочку до центра регланной линии. Здесь у меня веер, и я в него провязываю галочку. Столбик, 2 воздушные петли, столбик. Так как здесь закончила веером, провязала. Дальше петли рукава я пропускаю, их уже не вяжу, и набираю подрез. Для подреза я буду набирать петли для 3 таких элементов, всего 15 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 воздушных петель провязала, рукав пропускаю, и следующая регланная линия, вот рукав остается, откуда я перехожу на спинку. Также в центр регланной линии провязываю галочку, столбик, 2 воздушные, столбик. И дальше по узору. Веер, галочка, чередую до конца ряда, вернее до конца спинки. И затем после спинки также сделаю такой же подрез. Сейчас я провяжу всю спинку до регланной линии. Спинка провязана. Теперь в центр регланной линии также вяжу галочку, столбик, 2 воздушные петли, сюда же столбик.
И для второго подреза 15 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Пропускаю петли рукава. И присоединяюсь ко второй полочке. Также в центр регланной линии провязываю галочку. Столбик, 2 воздушные, сюда же столбик. Второй подрез тоже готов. Дальше продолжаю по схеме, чередуя веер и галочки. Продолжаю до конца ряда. Провязываю вторую полочку. Я довязала ряд до конца. И теперь я буду вязать только петли полочки, подреза, спинки, второго подреза и второй полочки. Рукава остаются вне работы. Теперь в подрезах нужно набрать эти недостающие элементы, чтобы узор совпал. Провязываю сначала петли полочки, довяжу до начала подреза. И здесь покажу. Я довязала до подреза. Последнюю галочку, которую я провязывала в центр регланной линии, провязываю веер. И дальше, значит, мне нужно по узору галочку провязать. Пропускаю 3 воздушные петли цепочки, которую я набирала, и в 4-ю провязываю галочку. Столбик, 2 воздушные, сюда же столбик. Пропускаю следующие 3 воздушные петли цепочки и в 4-ю провязываю веер. 3 столбика, воздушная петля, сюда же 3 столбика. 1, 2, 3. Дальше снова пропускаю 3 воздушные петли цепочки и в 4-ю провязываю галочку. Столбик, 2 воздушные, сюда же столбик. Вот галочка, веер, галочка. Дальше здесь остается 3 воздушные петли, мы их пропускаем. И в эту над галочкой, которую провязывали в регланную линию, вяжем веер. Три столбика, воздушная петля, 3 столбика. 1, 2, 3. Все, подрез провязан. И получилось по узору все правильно. В подрезе должно быть нечетное количество элементов. 1, 3, 5 и так далее. Я закончила здесь веером, поэтому набирала галочка, веер, галочка. Если у вас по узору получилось, что вам нужно провязать здесь галочку, то наоборот, будете вязать веер, галочка, веер. У меня получилось так. Теперь дальше я вяжу по узору спинку, провязываю и аналогично провяжу также эти 15 петель подреза. В галочку веер, затем 3 петли пропускаю, галочка, веер, галочка и снова веер. И довязываю ряд до конца. Я довязала ряд до конца.
И начала следующий ряд. И также над подрезом провязываем по узору. Над галочкой веер. Сейчас один провяжу. И так далее. Над галочкой веер, над веером галочка, над галочкой веер. То есть узор вяжется без изменений, прямым полотном. И дальше я буду продолжать вязать прямым полотном от начала до конца петли спинки полочек и подрезов вниз на необходимую мне длину. Вместе с подрезами сейчас ширина моего полотна составляет 56 сантиметров. Продолжаю вязать вниз. Я связала длину до обвязки. Обвязку буду вязать в конце. Если считать от подреза, не считая соединительный ряд, а если начинать считать от начала вязания элементов, то в длину я провязала 42 ряда. Также я связала один рукав. Он уже с обвязкой, полностью готов. И на примере второго я покажу, как я его вязала. Сначала я сейчас свяжу второй рукав, и затем уже буду делать обвязку по горловине. Рукав начинаем вязать от центра подреза. В центре подреза у нас веер. Присоединяем нить. Пока я просто завязываю на узелок, а затем кончик спрячу иглой. И в центр провязываем 3 воздушные петли подъема. 1, 2, 3. Сюда же еще один столбик с накидом. Дальше. Здесь галочка была. В центр этой галочки также провязываем галочку. Столбик, 2 воздушные петли, столбик. Дальше регланная линия была, вот центр ее. Вяжем один столбик с накидом вот в этот поперечный столбик и второй столбик в центр реглана. Потом мы эти столбики убавим, для того, чтобы не было здесь отверстия большого. И дальше продолжаем вязать по самому рукаву, так как вязали весь узор. Дальше идет галочка, в нее вяжем веер. Три столбика, воздушная петля, 3 столбика. Дальше веер, значит, вяжем галочку и так далее. Так вяжем до следующей регланной линии. Все петли рукава до регланной линии. Я пришла к регланной линии, провязала веер, последнюю галочку. Теперь также в центр регланной линии один столбик с накидом и в поперечный вот этот столбик еще один столбик с накидом. Дальше галочка. В эту галочку в центр также вяжу галочку. Столбик, 2 воздушные, столбик. Я пришла к началу ряда и в эту же центральную петлю вяжу еще один столбик. И присоединяюсь соединительной петлей в 3-ю воздушную петлю подъема в начале ряда. Так, это не она.
Еще раз вот вяжу последний столбик и присоединяюсь в третью воздушную петлю подъема соединительным столбиком. Таким образом, в центре у меня получилось сейчас 3 столбика вместе с петлями подъема. Этот ряд я вязала по лицевой стороне. И дальше я буду вязать также без шва по кругу, но поворотными рядами, чтобы узор не изменился, чтобы он выглядел так же. Если вязать, продолжать все время по лицевой стороне, то узор будет отличаться. Кроме того, я буду делать убавки. Вот этот элемент, где сейчас 3 столбика, будет центральным. Дальше над ним будет 1 столбик. 3 воздушные петли подъема в начале ряда и в конце ряда будут присоединяться к этим воздушным петлям подъема. В стороны от него, это начало и конец ряда, по одному элементу я сейчас буду убавлять. Я их отмечаю, чтобы было более понятно. Через несколько рядов этих элементов не будет. Итак, вот я в центре. Из этих 3 столбиков во втором ряду останется только центральные 3 воздушные петли подъема. 2 столбика по краям, 1 в начале, 1 в конце, сокращаем, то есть не вяжем. Итак, второй ряд, 3 воздушные петли подъема. Разворачиваю вязание на изнаночную сторону. И в центр отмеченной галочки, которую я буду убавлять, провязываю неполный веер. 2 столбика, 1, 2, воздушная петля, сюда же 2 столбика, 1, 2, то есть неполный веер. Дальше в углу здесь мы провязывали 2 столбика. Один из них сократим. Следующим образом, чтобы не было отверстия, провязываем 2 незаконченных столбика с общей вершиной. В первый столбик провязываем 1 незаконченный столбик. И во второй столбик провязываем, вытягиваем петлю и с накидом провязываем 1 раз. И затем 3 петли на крючке провязываем вместе. Получилось 2 столбика с общей вершиной. Из 2 остался 1. В следующем ряду мы его не будем провязывать. Дальше продолжаем по рукаву, так же, как вязали по узору. В веер вяжем галочку, галочку, веер. И в конце ряда симметрично также сейчас закончим ряд. Продолжаем вязать рукав до 2 столбиков, которые вязали в углу. Так я провязала рукав. Вот 2 столбика, которые вязали в угол. Над ними также провязываем 2 столбика с общей вершиной. В первый столбик 1 раз вывели нить, провязали с накидом. И во второй столбик 2 раз нить и провязали с накидом. 3 петли на крючке провязываем вместе. Дальше галочка, элемент, который мы будем убавлять. Так же, как в начале ряда, провязываем неполный веер. 2 столбика, 1, 2, воздушная петля, сюда же 2 столбика, 1, 2. И присоединяемся к 3 воздушной петле подъема, которую делали в начале ряда. Вот центр нашего вязания, 3 воздушные петли. Дальше так они и будут вязаться. Это будет центр рукава, и в начало и конец ряда, это от центра, всегда будут симметричны. Я провязала 2 ряда и перехожу
на третий ряд. Также в центре 3 воздушные петли подъема. Разворачиваю вязание на лицевую сторону. И теперь над неполным веером провязываю 2 столбика с накидом в центр. 1, сюда же 2. И дальше продолжаю вязать весь рукав по узору. Этот столбик, который вязали в углу, уже пропускаем и переходим сразу к галочке следующей, и в нее вяжем веер. Дальше все по узору, так же как вязали все, то есть над галочкой веер, над веером галочка. Продолжаем вязать также до следующего элемента, который убавляем. В конце ряда также над неполным веером провязываем 2 столбика в центр. 1, 2. И присоединяемся к 3 воздушной петле подъема. Переходим на 4 ряд. 3 воздушные петли подъема. Разворачиваем вязание на изнаночную сторону. И над этими 2 столбиками провязываем также 2 столбика. В каждый столбик по одному. В первый столбик 1 столбик и во второй столбик 1 столбик. Дальше продолжаем вязать до последнего элемента. Над веером галочка, над галочкой веер. В конце ряда также над 2 столбиками вяжем 2 столбика. Над первым 1 столбик и над вторым 1 столбик. Присоединяемся к 3 воздушной петле подъема. Соединительным столбиком. Вяжем 5 ряд. 3 воздушные петли подъема. 5 ряд разворачиваемся на лицевую сторону. И теперь над один из этих 2 столбиков пропускаем, неважно, первый или второй. Можете вязать в первый 1 столбик, можете вязать во второй. Здесь веер я провяжу в первый столбик. Второй столбик пропускаю и сразу перехожу к вязанию веера над галочкой. Над галочкой веер, над веером галочка. Провязываю до конца ряда, также до последних 2 столбиков. В конце ряда симметрично вяжем. 1 столбик пропускаем, над вторым вяжем 1 столбик и присоединяемся к 3 воздушной петле подъема соединительным столбиком. Так, это провязали 1, 2, 3, 4, 5, 6 ряд. 3 воздушные петли. Разворачиваемся на изнаночную сторону. И здесь по столбику, эти столбики, которые в начале и в конце ряда по 1 столбику, мы их не вяжем в этом ряду, просто пропускаем. Сразу переходим на вязание галочки. Над веером галочка, над галочкой веер. И продолжаем так вязать до конца ряда. В конце ряда я провязала галочку. Дальше этот столбик пропускаем, так же как в начале ряда,
И присоединяемся к третьей воздушной петле подъема. Таким образом, я убавила по одному элементу, и количество моих элементов убавилось в ряду на 2. То есть в начале и в конце ряда их уже нет. Теперь также от центра у меня в начале ряда и в конце ряда по одной галочке. Я также буду убавлять по одному элементу в начале и в конце ряда, чтобы рукав сузился еще. Если вам не нужно больше сужать, то больше убавок не делайте, а вяжете просто по узору. Я переставляю маркеры в первую галочку и в последнюю галочку ряда. И продолжаю вязать, также повторяя последние 5 рядов с убавками. Я сейчас еще раз покажу эти 5 рядов с убавками, а третий раз я провяжу уже самостоятельно. Они повторяются. Здесь все то же самое. То есть сейчас у меня 7-й ряд, он будет начало и конец ряда такой же, как 2-й. Три воздушные петли подъема, разворачиваем вязание на лицевую сторону, вяжем 7-й ряд и начинаем убавки. Над галочкой вяжем неполный веер. 2 столбика, воздушная петля, 2 столбика. Дальше вяжем по узору над галочкой, над веером галочка, над галочкой веер до конца ряда. В конце ряда над отмеченной галочкой вяжем неполный веер, так же как в начале ряда. 2 столбика, воздушная петля, 2 столбика. И присоединяемся к третьей воздушной петле подъема. Восьмой ряд такой же, как третий. 3 воздушные петли подъема, разворачиваем вязание. Над неполным веером провязываем 2 столбика. 1, 2. И продолжаем вязать по узору над галочкой веер, над веером галочка. Вяжем до конца ряда. В конце ряда над неполным веером также вяжем 2 столбика. 1, 2. Соединительная петля в третью воздушную петлю подъема. Переходим на 9-й ряд. 3 воздушные петли. Над 2 столбиками вяжем 2 столбика. Над первым столбиком вяжем столбик. И над вторым столбиком вяжем столбик. Дальше по узору галочка веер до конца ряда. В конце ряда над 2 столбиками провязываем 2 столбика. Над первым столбик, над вторым столбик. Присоединяемся соединительным столбиком к третьей воздушной петле подъема, вяжем 10-й ряд. 3 воздушные петли подъема, разворачиваем вязание. В первый столбик вяжем 1 столбик, второй столбик пропускаем, переходим сразу на вязание веера.
Над галочкой веер, над веером галочка. Вяжем до конца ряда. В конце ряда первый столбик пропускаем, над вторым вяжем столбик. И присоединяемся к третьей воздушной петле подъема. 11 ряд, 3 воздушные петли подъема. Переходим на лицевую сторону. Первый столбик пропускаем и сразу начинаем вязать галочку. Вяжем галочку над веером и дальше по узору все. Над галочкой веер. Вяжем до конца ряда. В конце ряда после галочки столбик последний пропускаем и сразу присоединяемся к третьей воздушной петле подъема предыдущего ряда. Я убавила еще по одному элементу, и рукав сузился еще на 2 дорожки. Если вам так же, как мне, нужно еще раз убавить по одному элементу, продолжаете вязать последние 5 рядов. То есть с 12 по 16 ряд повторяете с 7 по 11, последние 5 рядов. Также от центра, вот центр, отмечаете крайние галочки. Можно не отмечать, их и так видно. Первая от центра и последняя, это я для наглядности отмечаю. Одна в начале ряда, одна в конце. И дальше повторяем также над галочкой. Сначала неполный веер, затем 2 столбика, затем еще раз 2 столбика, затем 1 столбик и пропускаем последний столбик. То есть последние 5 рядов. Повторю еще раз самостоятельно. Я провязала еще 5 рядов, и еще 2 дорожки убавились. Сейчас у меня закончен 16 ряд, и получилось, что всего я сократила ширину рукава на 6 дорожек. Если вам нужно еще делать убавки, повторяете снова последние 5 рядов, так каждый раз по 5 рядов. Одна убавка, 5 рядов. За одну убавку убавляется 2 дорожки. Мне этой ширины достаточно, и я буду заканчивать. Последний 17 ряд перед обвязкой. Так, это у меня был изнаночный 16 ряд. Последний 17 ряд я провяжу просто по узору. 3 воздушные петли подъема. Разворачиваюсь на лицевую сторону и провязываю просто по узору. Над галочкой веер, над веером галочка. Вяжу до конца ряда. Я провязала 17 ряд. И дальше буду вязать один ряд обвязки, последний ряд. При этом разворачиваться на изнаночную сторону я уже не буду. Ряд обвязки также буду вязать, как и 17 ряд по лицевой стороне. Вяжем так: 3 воздушные петли подъема, и в эту же петлю еще 2 столбика с одним накидом. 1, 2. Дальше веер идет. В центр веера под воздушную петлю столбик без накида. Переходим к галочке. В галочку вяжем 9 столбиков с одним накидом. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9. В центр веера
под воздушную петлю столбик без накида. И так повторяем. Еще раз покажу. В центр галочки 9 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. И в центр веера под воздушную петлю столбик без накида. Так повторяем до конца ряда. В конце ряда провязываем. Провязала последние 9 столбиков, веер, столбик без накида. И в первую петлю, откуда выходила цепочка из воздушных петель подъемных, провязываю еще 2 столбика с накидом. 1, сюда же 2. И присоединяюсь к 3 воздушной петле цепочки начального ряда. Все, обвязка завершена. Если вам нужен длинный рукав, продолжайте вязать на необходимую длину. Мои размеры получились такие. В начале рукава 19 сантиметров, в конце 16, длина по внутренней части 13 сантиметров. Можно еще от начала измерить. 38. Все, рукава готовы. Теперь приступаем к обвязке. Я закончила вязание в лицевом ряду, последний ряд, и отсюда же начну делать обвязку. Обвязку буду делать сначала по боковым частям, по горловине, по кругу, и затем уже нижний ряд. Вот я закончила ряд и сразу же начинаю обвязывать. Это боковая часть полочки. Обвязка будет такая же, как на рукаве. Начинаю так. 1 воздушная петля, и в эту же петлю столбик без накида. И дальше я буду провязывать в ряды, которые начинались с галочек. То есть здесь видно вот отверстия, больше они. В первый ряд, где начиналась галочка, провязываю 9 столбиков с накидом. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Дальше ряд, который начинался с веерочка, пропускаю и под воздушные петли подъема ряда, который начинался с галочки, провязываю столбик без накида. Дальше также столбик с веером пропускаю, вернее ряд, в ряд с галочкой провязываю 9 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9. Продолжаю. Ряд с галочкой пропускаю, ряд с веером пропускаю, в ряд с галочкой столбик без накида. И так далее. Сюда опять 9 столбиков, затем столбик без накида. 9 столбиков, столбик без накида. И так провязываю по всей полочке до угла. Здесь немножко по-другому я покажу. Я довязала до места поворота на горловину и провязываю так. Последнее отверстие, вот это 4 столбика, 1, 2, 3, 4, 1 воздушная петля для разворота, и в следующий ряд под столбики еще 4 столбика, 1, 2, 3, 4. Дальше разворачиваемся на горловину переда, и здесь у нас был веер связан по горловине. Вот в центр этого веера столбик без накида. И дальше продолжаем точно так же. Один ряд пропускаем, в следующий провязываем 9 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Один ряд пропускаем, в следующий столбик без накида. И так продолжаем. Ряд пропускаем, веер, ряд пропускаем, столбик без накида. Довязываем, провязываем аналогично до начала ряда, где мы вязали эти ячейки. В ячейке вяжем так. В центр ячейки в одну 9 столбиков, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. В следующую ячейку столбик без накида. И продолжаем так. В следующую 9 столбиков, в следующую столбик без накида. Опять 9 столбиков, столбик без накида. Провязываем так все ячейки и аналогично вторую сторону. После ячеек также точно. Второй угол также 4 столбика, воздушная петля 4 столбика. И по краю полочки также в ряды, которые начинались с галочки. Так я обвязала полочку, горловину, вторую полочку и пришла к нижней части изделия. Здесь также в конце веер, так же как в начале предыдущей полочки, внизу, вернее, предыдущей полочки. И вот начало ряда, здесь 3 воздушные петли, можно к ним присоединиться, а можно в первый столбик от нижнего веера провязать столбик без накида. И затем нам нужно прийти в центр этого веера. Еще раз столбик провяжу без накида,
еще раз столбик без накида и в центр веера столбик без накида. Все, мы перешли на нижнюю часть и вяжем так же, как внизу в конце рукава. В галочку вяжем 9 столбиков, центр галочки. Три. 4, 5, 6, 7, 8, 9. А в центр веера под воздушную петлю столбик без накида. И дальше по всему нижнему краю изделия провязываем в галочку 9 столбиков, а в центр веера столбик без накида. Я уже не буду одно и то же показывать, мне не очень хорошо видно. Все полностью по нижней части, так же как по рукаву. Заканчиваю обвязку нижней части. Провязала последнюю галочку 9 столбиков, последний веер столбик без накида, и также откуда я начинала обвязку, сюда перехожу столбиками без накида. Здесь 2-3 столбика можно сделать и присоединиться начало обвязки соединительным столбиком. Нить обрезаем, и на этом вязание закончено. Я пришила на свой жакет 8 маленьких пуговиц, они не доходят до самого конца. Отверстиями для пуговиц служат вот эти отверстия. Сюда войдет и пуговицы и большего размера. Пуговицы также можно выбрать и в цвет. И, кстати, обвязку можно также любую сюда связать, какая вам нравится. Я показала свой вариант. На этом у меня все. Вяжите с удовольствием. Большое спасибо за просмотр и до встречи в моих новых видео.